Маленький щенок прижимался к своей сестричке, и вокруг было темно и холодно. Его мягкая шерсть, еще нежная и пушистая, была влажной от слез, которые, казалось, он не мог остановить. Он не понимал, что его сестричка уже не дышит. Ее маленькое теплое тело стало холодным, как лед. Щенок не знал, что человек, который выбросил их сюда, в эту безлюдную местность, сделал это намеренно, не испытывая ни капли совести. Он лишь хотел избавиться от ненужных ему щенков, как от старой вещи. К тому времени, когда он положил их в коробку и увез подальше от дома, у него не было ни одной мысли о том, что дальше будет с этими маленькими созданиями. История этих щенков началась несколько месяцев назад, когда любимая собака человека, который их бросил, сбежала из дома. Она прибилась к стае бродячих собак и весело проводила время с ними, забыв о своем хозяине. Ее не волновало, что когда-нибудь судьба ей отомстит. Она родила 2 щенков, и когда они стали подрастать, человек, став невольным отцом, не зная, что делать с маленькими щенками, решил, что чем скорее он от них избавится, тем лучше. Он положил их в машину и увез туда, где покойники и горе не мешали бы его беззаботной жизни. Иван, дворник по профессии, возвращался домой из магазина. В кармане у него скромно торчала бутылка водки. Он шел, не торопясь, размышляя о том, как провести вечер с женой. И тут его взгляд упал на коробку, лежащую на обочине. Иван машинально ее пнул, и вдруг оттуда донесся какой-то писк. «Ух ты, какой красивый!» – пробормотал он, наклонившись, чтобы получше разглядеть. Щенок с большими невинными глазами смотрел на него, и его сердце дрогнуло. «Подарю жене. У нее как раз сегодня день рождения, а на подарок денег нет». Когда Иван вернулся домой, его жена, облаченная в халат, с недоверием смотрела на него. Они долго спорили о том, как назвать щенка. Иван предлагал банальные имена, такие как Шарик или Бобик, а жена настаивала на красивом имени Рекс. «Ну ладно, если это тебя радует, пусть будет по-твоему», — сказал Иван после долгих споров, и так щенок стал Рексом. Однако счастья ему это не принесло. Жизнь у Рекса складывалась непросто. Она напоминала испытание, в котором ему предстояло оказаться в самых сложных обстоятельствах, раз за разом благодаря человеческой жестокости. Иван и его жена жили в старом потрепанном доме неподалеку от трассы, и их пьянство и ссоры никого не трогали. Соседей рядом не было, и именно это позволяло им вести себя, как вздумается. Рекса часто наказывали за лужи на ковре, которые он оставлял, пока был щенком, и за порванную мебель, которую могли бы подарить более удачливым собакам. Бывали минуты, когда Иван просто пнул его, проходя мимо, как будто щенок стал мешать его безразличию. Хозяйка тоже не любила Рекса, никогда не защищала его от пьяного мужа, и с каждым днем он понимал, что его существование было лишь дополнительной тягостью для их израненной семьи. Из маленького пушистого создания он быстро рос, превращаясь в высокого, крепкого пса, но в то же время внутри него разгорался огонь недовольства жизнью, которая стала для него суровым испытанием. Каждый вечер Рекс смотрел на освещенные окна чужих домов и думал. Он не понимал, для чего родился и живет на этой земле, если никто не мог оценить его существование. Он мечтал о том, чтобы однажды у него появился теплый дом и хороший, добрый хозяин, а он мог бы стать верным другом. В те моменты, когда пьяные разборки хозяев были невыносимыми, он уходил на трассу, подолгу сидя там и вглядываясь в мимо проезжающие автомобили. Ему казалось, что однажды кто-нибудь остановится, и добрые руки заберут его из этого ужасного места. Как-то раз неожиданно в доме стало тихо. Хозяйка перестала пить, а Иван остался выпивать в одиночестве на кухне. Скандалить теперь не с кем, и, добравшись до дна бутылки, он снова ложился спать.
Рекс сперва не сразу мог понять, что происходит. Затея с благоприятным изменением в доме обрадовала бы любую собаку. Но растущий живот хозяйки вскоре все расставил на свои места. В течение нескольких месяцев в доме вдруг установился мир и покой. Рексу даже показалось, что его мечты начинают сбываться. Он вел себя спокойно и с надеждой. Однако, как обычно в его жизни, счастье продлилось недолго. В один из дней в дом принесли новорожденного малыша, завернутого в уютное одеяло. Этот маленький комочек так сладко пах молоком, что Рексу даже захотелось его лизнуть. Он стал разглядывать нового обитателя, полюбил его всей душой, хотя и не понимал, для чего они взяли к себе ребенка. Он снова ощутил нарастающую тревогу, и вскоре его опасения оправдались. Хозяйка не справлялась с обязанностями матери, и вскоре домашние хлопоты навалились на нее, как снежная лавина. Каждодневные заботы о кормлении, бессонные ночи и грязные пеленки, ребенок требовал того, что выходило за пределы ее сил. А струя алкоголя, уносящая ее за горизонт чувствительности, снова обрушилась на крепкие плечи Ивана. Они снова стали по вечерам чаще сидеть за бутылкой на прокуренной кухне. Теперь страдали не только животные, но и маленький человечек, который тоже остался без материнской любви. Рексу стало жаль малыша. Каждую ночь, когда в доме становилось тихо после очередной пьяной ссоры, он забирался в детскую кроватку и грел ребенка своим теплом, бережно сопя рядом. Он не понимал, как те, кто должны заботиться о нем, могут позволить себе оставлять его без внимания. Он ощущал, как в маленьком сердце крошечного человека росла тоска и потеря. В тот вечер, после особенно ужасной ссоры, горе-родители снова ушли в дальнюю комнату. Они оставили пустую кухню, лишь заглушенные крики несчастного ребенка, который искал любви и утешения в этом мире. Малыш хотел есть, но матери было все равно. Она уснула возле телевизора, а Иван, присев в кресло, отключился. В его руке дымилась непотушенная сигарета, на столе пустела еще одна бутылка. Что-то не давало Рексу уснуть. Он почувствовал, как его сердце сжимается от беспокойства. «Бежать! Надо срочно бежать отсюда! Конец этого ада!» Первоначально его мысли крутились вокруг свободы от тяжелых объятий человеческой судьбы, а затем вернулись к той единственной живой душе, от которой зависело все его счастье. Как же хорошо он сердечно любил младенца. Он не мог оставить его в этом проклятом доме. Это единственное существо на земле, которое могло его понять. Рекс осторожно вытащил ребенка из кроватки. Он аккуратно взял сверток зубами, крепко, но нежно, и потащил малыша к двери. С каждой секундой его сердце трепетало от волнения. Он не знал, что будет дальше, но понимал, у них должен быть шанс на спасение. Во всяком случае, он так думал. Рекс шагал к трассе, неся в зубах свое самое ценное сокровище. В тот самый момент, когда Марина возвращалась в город от родителей, которых навещала раз в месяц, ее мысли обрывались на мгновение, когда впереди она заметила что-то на обочине. Еще пара населенных пунктов, и она будет дома, где ее ждал любимый муж. Она резко притормозила, остановила машину и вышла для проверки. Девушка не могла поверить своим глазам. Там лежал маленький сверток, а рядом с ним сидел огромный, дрожащий от холода и страха пес. «Господи!» – пробормотала Марина, подбежав ближе, упав на колени на землю. Она увидела его маленькое сморщенное личико, которое пыталось заплакать. «Боже мой, это же младенец!» – прошептала девушка, хватая его на руки и спеша к машине. Надо было как можно быстрее добраться до города и помочь малышу. Марина уже отъехала на несколько сотен метров, как вдруг, вспомнив о собаке, обернулась. Пес медленно брел по обочине в сторону города, его худое тело дрожало от холода, но он продолжал идти, не оставляя попыток спасти то, что было важнее всего. Вдруг машина с малышом дала задний ход и остановилась рядом с Рексом. Двери распахнулись, и первой Марина выскочила наружу.
Рекс сперва даже не понял, что это его приглашают сесть на сиденье. Он был насторожен и смущен, но при этом его сердце било отвратительно быстро. Марина вышла из машины, ее добрые теплые руки ласково потрепали его за ухо. «Давай скорее. Поехали домой», — произнесла она, и это слово зашло в его душу, как свет яркого дня. «Домой» — это было именно то, о чем он мечтал. Машина мчалась по трассе с нарастающей скоростью, и Рекс прижался к спящему ребенку всем телом, еле сдерживая эмоции, которые переполняли его, когда его мечты, сделавшись реальностью, удивительным образом начали сбываться. Как только они выгодно расположились в салоне автомобиля, он закрыл глаза и уснул, а в его снах все сияло. Рекс видел дом, добрые глаза девушки, ее теплые руки, искрящиеся улыбки и, что более важно, миску с теплой кашей и мясом. Он чувствовал, как его жизнь меняется. Тем временем Марина размышляла о том, как она обрела это нежное создание и что она обязательно усыновит его, ведь судьба свела их вместе на дороге. Им не было суждено быть одни, и именно этому крошечному человечку нужно было счастья и любви. Без сомнений, вместе они будут счастливы. Это была новая жизнь, где они могли бы быть друг для друга тем, кем мечтали стать. И когда они достигли города, в Марининых глазах зажглось желание стать настоящей семьей. Рекс и ребенок. И каждая новая секунда их совместной жизни станут установлением новой связи, которая изменит их обоих навсегда. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Ваши комментарии и мнения очень важны. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.